Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале GSMDoc. В этом видеоролике я хочу поделиться с вами своим опытом по прошивке смартфонов Xiaomi. Прежде чем вы начнете шить свой смартфон, я хочу ответить на самый часто задаваемый вопрос в комментариях. Что делать, если компьютер не определяет смартфон? В первую очередь, проверьте разъем смартфона. Там не должно быть грязи, там не должно быть следов влаги. Второе. Используйте качественные USB кабели, не используйте поврежденные кабели. Третье. Отключайте проверку цифровой подписи драйверов Windows. Ссылка будет в описании. Четвертое. Аккумулятор смартфона должен быть заряжен минимум на 50%. Да, некоторые смартфоны можно шить и без аккумулятора, но в большинстве случаев аккумулятор должен быть заряжен. Если вы соблюли все эти условия, но смартфон все равно не определяется, используйте другой USB-порт, другой USB-кабель или же совсем другой компьютер. И если это не помогло, то у вас аппаратная проблема и прошивка вам не поможет. Вскрывайте смартфон и делайте диагностику. Первый самый простой способ – это обновление по воздуху. Flash over the Air. Для прошивки по воздуху нам понадобится хорошее интернет-соединение, 3-4 свободных гигабайта во встроенной памяти смартфона, а также аккумулятор смартфона должен быть заряжен минимум на 30%. Зайдите в настройки, подключите смартфон к Wi-Fi, о телефоне, обновление системы, загрузить обновление. В зависимости от модели и версии прошивки, данные пункты могут называться по-разному, но смысл остается тот же. Загрузка занимает от 15 минут до часа, все зависит от объема прошивки и скорости вашего интернета. Нажмите кнопочку «Перезагрузить». Ни в коем случае не выключайте телефон, иначе он больше не загрузится. В идеале, конечно, лучше подключить зарядное устройство, чтобы телефон неожиданно не разрядился и не выключился. Проводить данную процедуру стоит только в случае, если ваш смартфон работает нестабильно и появилась новая версия прошивки. Прошивать ту же самую версию прошивки не имеет смысла, так как ошибки останутся. Обычно при таком способе обновления прошивки данные не исчезают, но из моей практики следует, что примерно в 1% случаев что-то пойдет не так. Поэтому всегда делайте резервную копию ваших данных. Итак, обновление прошло успешно. Переходим к следующему способу. Второй способ. Предположим, такая ситуация. Вам принесли смартфон, который не загружается в систему, висит на логотипе, либо перезагружается. Вы через меню Recovery сделали сброс настроек, но это не помогло. По ссылке в описании скачайте программу Xiaomi Tool V2, установите ее и запустите. Программа сама установит нужные драйверы. В этом окошке выберите второй пункт, где написано My device is bricked, I want to unbrick it. Нажмите кнопку Choose. Данная процедура восстановления используется только в том случае, если устройство не загружается нормально в операционную систему. Программа попробует скачать официальную стандартную прошивку в ваш смартфон с удалением всех данных и кэша. Учтите, что не все поврежденные устройства могут быть восстановлены данной программой. Особенно те смартфоны, которые не могут войти в режим Fastboot или Recovery. Если хотите восстановить ваше устройство, нажмите «Продолжить». Пожалуйста, убедитесь, что устройство заряжено. Иногда может показаться, что устройство повреждено из-за того, что оно просто разряжено. В этом уведомлении говорится, что не найдено устройство в режиме Fastboot, но нам нужен именно Recovery режим, поэтому мы зажимаем клавишу «Громкость плюс» и «Включение». Затем отпускаем клавишу включения, продолжаем удерживать клавишу «Громкость плюс». С помощью клавиши уменьшения громкости передвиньте курсор на пункт Connect with Me Assistance. С помощью кнопки включения подтвердите выбор. Подключите смартфон к компьютеру с помощью USB кабеля. В окне программы нажмите кнопку Search Again. Программа определила наш смартфон, нажмите кнопку Select. В этом окне программа спрашивает нас, не перезагружается ли наш смартфон самостоятельно в меню Recovery и не выходит ли уведомление This MIUI version can't be installed on this device. Вам надо нажать кнопку No. Далее программа сама определит нужную версию прошивки, регион, скачает данную прошивку и прошьет ее. У меня данный процесс занял около часа. Я, естественно, на видео ускорил данный фрагмент.
Но в реальной ситуации вам придется набраться терпения. Вот что будет происходить на экране смартфона во время процесса прошивки. Проценты на экране смартфона и в окне программы будут отличаться, это нормально. В какой-то момент вам может показаться, что процесс прошивки завис. Просто ждите, ни в коем случае не отключайте смартфон от компьютера. У данного способа есть свои недостатки. Один из них – медленная скорость загрузки сервера. А также данная программа не умеет прошивать заранее скачанный файл. Это еще один способ прошить смартфон в режиме recovery, но разница лишь в том, что вы можете самостоятельно скачать нужный файл и указать его программе. А вот проблема заключается в том, что нужно знать модель и регион прошивки. Статус загрузчика нам пока не важен, но в дальнейшем вам обязательно надо будет знать, как проверить статус загрузчика. Самый надежный способ проверить модель и статус загрузчика – это fastboot команды. Скачайте архив с ADB и распакуйте на C-диск. Нажмите сочетание клавиш Windows R и впишите команду cmd, нажмите Enter. Затем введите команду cd /c /adb. Нажмите Enter. Затем введите команду fastboot /getvar /product. Нажмите Enter. В ответ на эту команду появится кодовое имя данной модели. Если открыть Google и написать туда Xiaomi Joeus, вы узнаете точную модель. В нашем случае это Redmi Note 9 Pro. Теперь я вам покажу, как узнать статус загрузчика. Для этого необходимо ввести следующую команду. fastboot /om /device-info и нажмите Enter. После этого появится несколько строк. Нас интересуют пункты Device Unlocked Fails и Device Critical Unlocked Fails. Это значит, что загрузчик заблокирован. Данный телефон мы не сможем прошить в режиме fastboot, понизить прошивку, а также не сможем прошить в этот телефон прошивку от другого региона. Введите смартфон в режим recovery, зажмите клавишу прибавления громкости и включения. Когда смартфон перезагрузится, отпустите клавишу включения, продолжайте удерживать клавишу громкость плюс. Клавишу уменьшения громкости выберите пункт Connect with Me Assistance и подтвердите с помощью клавиши включения. Подключите смартфон кабелем к компьютеру. Запустите программу Mi Flash Pro и выберите пункт Flash in Recovery. Программа Mi Flash Pro умеет определять модель, а также версию и регион прошивки. В некоторых случаях программа также может показать имей номер смартфона. Вот перед вашими глазами версия прошивки. Версия 12.0.20QJZEUXM. То, что версия MIUI 12, я думаю, вам понятно без моих разъяснений. Дальше идут буквы QJZ. Q это версия Android, 10-я версия Android. Если погуглите в интернете, у каждой версии Android есть свое буквенное обозначение. O типа Oreo, 8-я версия. P, Pi, 9-я версия, ну и так далее. Q это 10-я версия. JZ это сокращенное имя модели, а вот EU это как раз таки европейский регион прошивки. Вам необходимо найти также европейскую версию прошивки. Можно такую же, можно выше, но нельзя понижать версию. Флешер просто не прошьет данную прошивку. 6-я и 7-я буква – это внутреннее название версии MIUI. Ссылочка на полную статью будет в закрепленном комментарии. В строке поиска браузера пишем Redmi Note 9 Pro прошивка и переходим по первой же ссылочке на всем известный сайт. На этом сайте в разделе официальные прошивки ищем прошивки, в которых есть 4-й, 5-й символ и U. Нас интересует прошивка для recovery в zip формате. Укажите путь к заранее скачанной прошивке. Нажмите кнопку «Открыть». Немного подождите, программа проверит контрольные суммы и совместимость прошивки. Затем нажмите кнопку «Флэш». Эта программа тоже не идеальна и имеет свои недостатки. Некоторые модели не поддерживаются, обновления приходят не так часто. Обязательно нужно скачивать прошивку для своего региона. В режиме recovery нельзя прошить глобальную прошивку на смартфон для китайского рынка. Ссылка на ролик
с инструкцией по проверке региона по email номеру будет в описании к данному видео. Процесс прошивки занимает 10-15 минут. В 99% случаев, если смартфон не загружается в систему, то после прошивки в режиме recovery данных пользователя не будет. Но бывает и так, что вам приносят смартфоны с разблокированным загрузчиком. На такие смартфоны можно понижать прошивку, можно устанавливать кастомную прошивку, можно прошивать прошивку от другого региона. По ссылке в описании скачайте архив adb.zip и распакуйте его на C-диск. Введите смартфон в режим Fastboot, для этого зажмите клавишу уменьшения громкости и включения. На клавиатуре компьютера нажмите сочетание клавиш Windows R и введите три буквы CMD. Нажмите Enter. В появившемся окне введите команду cd c:/adb. Нажмите Enter. Затем введите команду fastboot getvar product. Нажмите Enter. С помощью данной команды мы узнаем модель. Если загуглить Xiaomi Uglide, то в результатах поиска мы увидим модель Redmi Note 5A. Затем введите команду fastboot om device-info. Нажмите Enter. С помощью этой команды мы узнаем статус загрузчика. Нас интересует строка Device Unlocked True и Device Critical Unlocked True. Это значит, что загрузчик разблокирован. Запустите программу Mi Flash. Нажмите кнопку Select и укажите путь к распакованной прошивке. Нажмите ОК. Разверните окно программы. Если выбрать пункт Clean All, то будут стерты все пользовательские данные, но загрузчик останется нетронутым, то есть разблокированным. Если выбрать пункт Save User Data, то пользовательские данные останутся целыми. Если выбрать пункт Clean All and Lock, тогда пользовательские данные будут очищены, а загрузчик заблокирован. Выберите пункт Clean All. Далее нажмите кнопку Refresh. Если драйверы установлены правильно, то программа определит наш смартфон. Затем нажмите кнопку Flash, чтобы запустить процесс прошивки. На смартфоны с разблокированным загрузчиком можно устанавливать кастомные прошивки, TVRP Recovery, понижать прошивку и прошивать прошивки другого региона. А еще на смартфонах с разблокированным загрузчиком можно получить root права. Первый запуск после прошивки любым способом длится 5-7 минут. Итак, мы добрались до самой интересной части ролика. Что делать, если смартфон не включается, не входит в режим recovery, не входит в режим fastboot? Как оживить такой смартфон? Что делать, если на экране смартфона написано The system has been destroyed или же This MIUI version can't be installed on this device? Итак, по порядку. Смартфоны с процессором Qualcomm, выпущенные до 2018 года, шьются через программу Mi Flash в режиме EDL. Можно устанавливать прошивку с любым регионом. После 2018 года для прошивки в EDL режиме нужна авторизация и обязательно нужно прошивать ту прошивку, которую прошили с завода, то есть регион должен быть тот же самый. Смартфоны с процессором MediaTek, выпущенные до 2018 года, шьются без авторизации, можно устанавливать прошивку для любого региона. После 2018 года модели, начиная с Redmi 6, Redmi 6A и так далее, требуют авторизацию, а также нельзя устанавливать прошивку для чужого региона. EDL расшифровывается как Emergency Download, экстренная прошивка. Сначала рассмотрим модели, выпущенные до 2018 года, не требующие сервисный аккаунт для прошивки. Чтобы ввести смартфон в EDL режим, необходимо снять заднюю крышку и замкнуть тест-поинты. У всех моделей тест-поинты расположены по-разному. Сначала подключите кабель к выключенному смартфону, замкните тест-поинты, а затем вставьте кабель в компьютер. В программе Mi Flash также нажмите кнопку Select, чтобы указать путь к прошивке. Затем нажмите кнопку Flash. Прошивки для режимов EDL и Fastboot идентичны. То есть, если вам нужно прошить смартфон в EDL режиме, ищите прошивку в формате TGZ. На смартфонах, выпущенных до 2018 года, можно безболезненно понижать прошивку и прошивать прошивку от другого региона без разблокировки загрузчика. Для прошивки смартфонов Xiaomi, Redmi и Pocophone, выпущенных начиная с 2018 года, необходим сервисный аккаунт. Есть еще одно обязательное условие. Смартфон не должен быть привязан к Mi аккаунту. Отвязать смартфон от Mi аккаунта можно на сайте i.mi.com при условии, если вы знаете логин и пароль от данного Mi аккаунта. Вот такое окошко выходит при прошивке новых моделей смартфонов Xiaomi. Вот и вся разница. Но это не проблема. Во-первых, есть люди, которые согласны
за определенную плату удаленно ввести свой логин и пароль от сервисного аккаунта. Во-вторых, есть специальные пропатченные файлы, которые помогают обойти авторизацию. Ну а в-третьих, есть платные программы, которые тоже умеют обходить авторизацию. Четвертый способ — это купить дорожейный программатор, подпаять провода на плату и шить флеш-память напрямую через ISP тестпоинты. Либо же выпаивать флеш-память, класть ее на колодку, программировать и запаивать обратно на плату. Давайте подробнее рассмотрим процесс прошивки устройств, которые требуют авторизацию с помощью программы Xiaomi Pro Tool. Как вы можете видеть, у меня в папке лежат два вида прошивок. Одна в zip формате для recovery, вторая в TGZ формате для режима Fastboot и EDL. Нам нужно распаковать данный файлик на C-диск. Заходим в архив, внутри видим еще один архив, его тоже открываем. И вот уже вот эту папку извлекаем на C-диск. В пути к прошивке не должно быть русских букв. Современные прошивки весят от 5 до 10 гигабайт в распакованном виде. После того, как вы распаковали прошивку, запустите программу Xiaomi Pro Tool. Введите свой логин и пароль. Вы увидите в левой части программы количество кредитов и цены на определенные услуги. Ценник постоянно меняется. 1 кредит равен $1. Нам понадобятся такие услуги, как Fastboot to EDL, чтобы не разбирать аппарат для прошивки. А также обращайте внимание, чтобы Mi сервер 2 был всегда онлайн. Если этот сервер будет офлайн, то вы не сможете прошить ваш смартфон. В верхнем выпадающем списке выберите модель, затем введите смартфон в Fastboot режим. Для этого зажмите клавишу уменьшения громкости и включения. Затем подключите смартфон к компьютеру с помощью USB кабеля. В окне программы выберите чекбокс Reboot Xiaomi Fastboot to EDL, а затем нажмите кнопку Do Xiaomi Special Server Operation. Программа предупреждает нас, что данная операция будет стоить 1 кредит, нажимаем ОК, программа связывается с сервером, отправляет команду на смартфон и смартфон перезагружается из Fastboot режима в EDL режим. Если драйверы установлены правильно, то появится вот такое устройство Qualcomm High Speed USB 9008. Перейдите во вкладку Xiaomi Firmware Flasher, выберите режим прошивки Brom EDL. Далее дважды кликните по строке Firmware Path и укажите программе путь к папке с прошивкой. Путь нужно указывать до папки Images, а затем нажмите кнопку Select. После того, как программа подгрузит список файлов для прошивки, нажмите кнопку Flash Device. Прошивка занимает около 10 минут, все зависит от модели и объема прошивки. В этом уведомлении программа сообщает нам о том, что она пытается подключиться к серверу номер 1, и это будет стоить 1 кредит. Но чаще всего первый сервер не работает, и прошивка идет через второй сервер за 5 кредитов. Совет из личного опыта. Не храните в данных программах много кредитов. В любой момент фирма Xiaomi может отозвать авторизацию у этого человека, и программа перестанет работать, и деньги вам никто не вернет. Если прошивка завершена успешно, в конце лога будет написано All Done. В этой части видео мы поговорим о кирпичах фирмы Xiaomi с процессором MediaTek. Кирпичи, выпущенные до 2018 года с процессором MediaTek, шьются через программу SP Flash Tool без авторизации. Нажмите кнопку Skater Loading и укажите путь к прошивке. Кстати, прошивка должна быть в TGZ формате. Также в двойном архиве, ее также надо распаковать. Нажмите «Открыть». А вот здесь очень важное уточнение. В архиве с прошивкой хранятся не все блоки, которые есть в памяти смартфона. Некоторые блоки записываются один раз на заводе. Например, блок с EMEI номером. В режиме Download Only SP Flash Tool запишет новую прошивку поверх старой, не затирая блоки в памяти телефона. В режиме Firmware Upgrade SP Flash Tool сначала стирает старую прошивку, а затем прошивает новую. Данный режим лучше использовать при обновлении версии Android. А вот режим формат All плюс Download новичкам я не советую использовать. В данном режиме SP Flash Tool сотрет все разделы, в том числе те разделы, которые записываются только на заводе. То есть сначала программа сотрет ваш EMEI, а потом прошьет прошивку. Естественно, после такой прошивки у вас не будет сигнала сотовой сети. Чтобы попасть в режим экстренной прошивки на смартфонах с процессором MediaTek, на некоторых моделях необходимо зажать обе клавиши громкости. На каких-то моделях только клавишу громкость плюс. Есть модели, на которых вообще ничего зажимать не нужно, нужно просто подключить выключенный смартфон к компьютеру. Все индивидуально.
ищите инструкцию к своей модели на форумах. Если все прошло успешно, в конце появится вот такой зеленый кружок с белой галочкой. Кирпичи с процессором MediaTek, выпущенные в 2018 году и позднее, можно восстановить следующими способами. Есть бесплатная программка MCT Tool. Также можно использовать платные программные продукты типа Unlock Tool, Octoplus, Xiaomi Tool Pro и тому подобное. Можно заказать разовую авторизацию, а также можно использовать программаторы типа JTAG. Итак, на компьютере сначала установите драйверы libUSB, а затем запустите MCT Tool. В этом окне нажмите кнопку Bypass. Запустите программу SP Flash Tool. Выставите файлики так же, как их выставлю я. Сначала укажите путь к Download агенту. Дальше укажите путь к файлу авторизации и к Skater файлу. Мы будем прошивать Redmi 9C NFC. Режим Download Only. Нажмите кнопку Download. Зажмите обе клавиши громкости и подключите смартфон к компьютеру. Начнется процесс прошивки. Одно маленькое, но очень важное уточнение. Необходимо отключать проверку цифровой подписи драйверов, независимо от того, какой процессор в смартфоне. Ссылка на инструкцию будет в описании к данному видео. Многие путают режимы EDL и BROM. Это оба режима экстренной прошивки, но EDL режим для смартфонов с процессором Qualcomm, а BROM режим для прошивки смартфонов с процессором MediaTek. И еще одно дополнение. Иногда в режим BROM можно зайти, замкнув тестпоинты. На некоторых моделях на Xiaomi встречается очень редко. Друзья, прежде чем задать какой-либо вопрос, прочитайте описание к видео, а также ознакомьтесь с комментариями других пользователей. Возможно, на ваш вопрос уже есть ответ. Если вам понравился данный ролик, возможно, вам понравятся другие ролики на моем канале, подсказки сейчас появятся на экране. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь данным видео в социальных сетях. До встречи в новых роликах. Всем удачных ремонтов. Пока.